Сегодня продолжим ставшую регулярной тему на нашем канале – репрессии российского государства против тех, кто составляет этого государства элиту. Такие ролики обычно у нас начинаются с какого-то конкретного кейса, но сегодня так не выйдет, их просто стало слишком много. О конкретных случаях мы тоже поговорим, но важнее сегодня обсудить общую картину. Перед тем, как начнем, если тормозит YouTube, в описании собраны ссылки, как бесплатно ускорить. Также там Liberty VPN, продолжающий хорошо работать в России, который дает бесплатный доступ на месяц. Важная характеристика нынешних репрессий – их совершенная рандомность. Нельзя сказать, что каток едет по какой-то конкретной дороге, что это кампания против какого-то конкретного человека или какой-то конкретной группы. Посевные кампании происходили и в предыдущие десятилетия, но там сажали какую-то конкретную сельхозкультуру по понятным основаниям. Кто-то из наших зрителей может, например, помнить дело генералов МЧС из нулевых. Помните? Оборотни в погонах. Или дело прокуроров, крышующих подпольное казино из десятых. Там народ садился тоже не поштучно, а массово. Но была определенность. Сегодня сезон посадки прокуроров за казино или генералов МЧС за воровство. Если ты не прокурор и не крышуешь казино, или если ты не генерал МЧС, то переживать тебе не о чем. В принципе, та же история была с зачисткой олигархов после прихода Путина. Всем ясно давали понять, люди получают по шее за политику. Гусинский за НТВ, Ходорковский за самовольное финансирование партии и за длинный язык на совещании. Тут тоже все понятно. Путин явно всем говорил, если у вас есть миллиард, это не дает вам права лезть куда не следует. А если вы не лезете куда не следует, то хоть будь у вас миллиард, хоть нет его, можно не переживать. В репрессивных кампаниях прошлого была логика, и чтобы ее понять, не нужны были никакие инсайды. Всегда было очевидно, кем не нужно быть и чем не нужно заниматься, чтобы не оказаться вдруг там, где буря мглою небо кроет вихрь снежные крутя. Сейчас же ничего похожего. С момента инаугурации Путина в мае 2024 года посажены 8 генералов в Министерстве обороны, 14 губернаторов и вице-губернаторов, почти 2 десятка мэров, 10 ректоров, 3 олигарха, 2 театральных худрука и 3 прокурора. Еще один министр застрелился. Если вам не кажутся эти цифры впечатляющими почему-то, то лишь потому, что мы сейчас перечислили только тех, на кого прям уголовку завели и кто прям на самом верхнем этаже сидит. Мы тут не считали всех олигархов, которых просто обобрали, всех чиновников, которых просто отставили, всех посаженных уровня регионального министра и глав департаментов. И еще мы не считали тех, кому ласты завернули раньше, а за эти 14 месяцев просто вынесли какой-нибудь огромный срок, типа Абызова. Если считать вообще всех, начиная с уровня вице-мэра и выше, то у нас просто ресурсов редакции не хватит. Да и задачи такой нет. Мы хотим проиллюстрировать очень простую идею. Нет признака, который этих людей бы объединял. Нет ничего общего между хозяином Русагра Машковичем и губернатором Курской области Смирновым. Их объединяет только то простое обстоятельство, что оба сидят в СИЗО. Изучая список посаженных, раскулаченных и загадочно умерших, нельзя просто сказать, мол, их посадили за А, Б и В. Не занимайтесь А, Б и В, и все у вас будет хорошо. Вояки, силовики, гражданская бюрократия, большие бизнесмены. Все, что их объединяет, тот простой факт, что все они представители элиты. Все они, по идее, признательны Путину за свое счастливое детство. Ведь существующий режим сделал их в разной степени богатыми и влиятельными. Какие-то кейсы явно носят в первую очередь имущественный характер. Владельцы Русагра и Юж-Урал-Золота провинились в первую очередь тем, что сидят на большом мешке денег, которые нужно отобрать. В каких-то кейсах можно усмотреть личную месть. Понятно, что вторжение ВСУ в Курскую область – феноменально унизительный для Путина акт. С большой вероятностью можно предположить, что погром руководства приграничных областей связан с этим. Виновными в этом унижении назначили тех, кто либо нажился на строительстве оборонительных укреплений, либо должен был нажиться по должности. В случае с Минобороны идет передел целого ведомства. Шойгу не могли просто срезать сверху, он пустил корни. В итоге корни-то больше всех и пострадали. Ректоры университетов и худруки театров вообще загадочные жертвы с точки зрения общей политической картины. Кажется, в каждом отдельном случае там
какая-то личная силовая инициатива. То есть можно плюс-минус в каждом конкретном кейсе усмотреть какую-то логику задним числом. Но сказать, что кто-то находится в безопасности, поскольку не занимается тем, чем занимались жертвы, невозможно. Буквально вчера у бывшего мэра Владивостока и его сестры, депутата Госдумы от «Единой России», суд отнял 821 объект недвижимости на 7,5 миллиардов рублей. За что им прилетело? За то, что бывший мэр? За то, что сестра депутат? Потому что некрасиво самим сидеть на такой роскоши и надо делиться? Как выстроить свою жизнь, чтобы избежать повторения их судьбы? А еще вчера же в СИЗО отправили бывшего губернатора Тамбовской области. Вроде год почти как в отставке. Казалось бы, ну пронесло. А нет, бах и все. В СИЗО за получение взятки оказался. Вроде регион не приграничный, так что случилось-то? Если рассуждать с уровня политического планирования, все выглядит как полная нелепица. Репрессии эти пусть и хаотичны, но начались в одно конкретное время после инаугурации Путина. Значит, на них была дана отмашка с самого верха. Значит, какое-то целеполагание там есть. Но какое? Полная загадка. Банально отжать активы? Да какие активы у худрука театра или регионального чиновника? Да и зачем сажать для этого? Почему, как раньше, за границу не дать уехать? Идеологическая чистка? Идеологически всех уже вычистили. Даже с похмелья невозможно назвать нелояльным какого-нибудь Кехмана. Идут по военке и около военки? Тогда при чем здесь разгромленная администрация Тульской области? Причем тут мэр Владивостока? Армия и границы с Украиной там, мягко говоря, и близко не стояли. Единственное целеполагание, которое в данной ситуации можно выдумать, потребность содержать свою элиту в состоянии бесконечной паранойи, чтобы никто не мог расслабиться и посчитать, что поймал Бога за бороду. Просто нет такого статуса или сферы, где до тебя не могут дотянуться. Нельзя сказать, что ты вне досягаемости челюстей российского государства, потому что существуешь ниже радаров этого государства. В принципе, это даже логично. Элита воюющей страны, которая не чует дыхание следователя за спиной, начинает очень много о себе думать, расслабляется и становится недостаточно управляемой. Чтобы проиллюстрировать степень рандомности репрессий, мы решили привести несколько конкретных кейсов. Ректор Уральского государственного университета физической культуры, получавший взятки от студентов по 25 тысяч рублей за экзамен и по 10 за зачет. Да, вуз не бог весь какой элитный, но просто оцените масштаб, фабула дела. Ректор и взятки эквивалентом в дешевый смартфон. 7 июля арестован бывший первый заместитель главы Росгвардии, генерал-полковник Евгений Стригунов. Он обвиняется в получении взяток от застройщиков на 66 миллионов рублей. Бывший прокурор Москвы Алексей Куликов, очень крупная фигура, буквально вчера уехал на 9,5 лет тюрьмы за взятку в 7 миллионов рублей. За крышевание подпольных казино, кстати. Тут тоже можно оценить масштаб. Прокурор Москвы и взятка по цене китайского джипа. Вадим Машкович, хозяин Русагра, с состоянием в 2,5 миллиарда долларов. С марта этого года, находясь в СИЗО, ведет переговоры с государством о добровольном раскулачивании в обмен на то ли свободу, то ли домашний арест. Владимир Кехман, художественный руководитель МХАТа и Михайловского театра. Старожилы могут его помнить как главного зачинщика одного из первых цензурных скандалов в российской театральной сфере с оперой «Тангейза». Цензурные заслуги прошлого Кехману не помогли. Теперь он под подпиской как фигурант дела о растрате на миллиард рублей при реконструкции МХАТа. Бывший губернатор Тамбовской области Максим Егоров, опять же, вчера уехал в СИЗО по делу о взятке в особо крупном размере. Ему вменяют взятку борзыми щенками, отелями, автомобилями и недвижимостью на общую сумму в 80 миллионов рублей. Мы специально взяли только по одному представителю из каждой категории, чтобы не превращать наше повествование в один сплошной сомнительный мемориал. Но каждый кейс иллюстрирует ровно ту ситуацию, которую мы сегодня обсуждаем. С одной стороны, кампания чисток точно есть. Она началась в определенный момент. Буквально дня без новостей о высокоранговых посадках не проходит. С другой стороны, тут нет никакой связи. Ничем, кроме принадлежности к элите, эти люди не объединены. Какой-нибудь прекраснодушный человек мог бы решить, что так выглядит кампания по борьбе с коррупцией. Дескать, коррупционеров сажают за коррупционные преступления. Так что же не так? Но мы с вами живем в реальном мире и прекрасно понимаем,
тут даже и близко ничем подобным не пахнет. Борьба с коррупцией начинается там, где система явно меняет правила игры. Когда она сигнализирует элитам, обогащаться за счет своего положения больше нельзя. Перетекание же активов от олигархов поменьше к олигархам побольше из ближнего круга Путина – это не борьба с коррупцией. Единственная логика здесь может быть в том, о чем мы уже сказали. В условиях войны совершенно недостаточно, чтобы система просто обогащала своих участников, просто покупала их лояльность. В условиях войны система должна своих участников пугать. Это с нашей точки зрения у кейсов нет никакой связи, и все они глобальный рандом. Те же, кто находится внутри, всякий раз пытаются найти какую-то систему. Этого наказали за то, что деньги не в ту страну выводил, того за то, что детей вывез, третьего за то, что сам пытался сбежать, четвертого за то, что по пьяной лавочке лишнего сказал. Чем больше таких историй, тем сильнее паранойя, тем больше представители элит выдумывают сами для себя правила и пытаются быть лояльнее, чем были. Тем больше опасаются того, чего раньше им бы и в голову не пришло опасаться. Ведь раньше они думали: у меня есть миллиард или должность, меня не тронут. Теперь они понимают, очень даже тронут. Именно потому, что у них есть миллиард или должность. История эта, безусловно, ожидаемая. Мы ее предсказывали. Мы предсказывали, что люди, променявшие писанный закон на какие-то виртуальные понятия, скоро останутся без закона, без понятий, без имущества и без свободы. Потому что так всегда работает. Обещания, умолчания, понятия к делу не подошьешь. Все отменят, едва только система достаточно озвереет. И вот. Однако всякий раз довольно удивительно наблюдать, как собственные предсказания работают на практике. Когда все развивается не постепенно, а просто одномоментно. Случается инаугурация в мае 24-го, и понеслись автозаки по закоулочкам. Сканируешь ленту новостей с утра первым проснувшимся глазом, и погнали. У этого отобрали, того в СИЗО отправили, третьему срок на 1,5 десятка лет выписали. Совершенно уже обычная картина, повторяющаяся каждый день. Уезжают смотреть на небо в клеточку, что характерно, не подлые иноагенты-оппозиционеры. Они в этом государстве не сомневались. С начала войны свалили и всех предупреждали, что все будет ровно так, как оно есть. Они, то бишь мы, всем говорили: строительство правового государства, где будет сложнее обогащаться, но где человека нельзя просто так закатать в асфальт, выгодно для всех. А государство, способное таки закатывать людей в асфальт, будет закатывать всех. Сейчас же под этим самым асфальтом оказываются те, кто искренне полагал, что они и есть водители катка, что под каток угодит кто угодно, но только не они сами. Не настолько важно, доходит ли до них что-то сейчас. Сделать-то они уже все равно ничего не могут. Но, скорее всего, не доходит. Резюмировать все сказанное можно только тем, что российская элита тут не первая. Много раз в истории человечества люди строили беззаконную систему, будучи в полной уверенности, что строят ее не для себя. Что на допросе окажется кто угодно, но не они. А потом выясняется, что так не работает, что правила нужно писать для всех. И через какое-то количество итераций элиты, с которой собственная система жестоко расправилась, люди приходили к необходимости строить правовое государство, чтобы так нельзя было. Будем надеяться, что опыт жизни в системе Владимира Путина, который так всем нравился, который обеспечивал возможность обогащаться и полную неприкосновенность, а следом стал откусывать бошки без разбору, приведет нас к простому выводу: никогда вновь никаких хороших царей, просто правила для всех. До завтра.